Эта женщина решила усыновить попугая, чтобы излечить свое одиночество, и провела многие годы в его обществе. Когда она умирала и пришло время попрощаться в последний раз, птица отреагировала так, что многих людей это оставило без слов. Иногда мы окружены людьми и все равно чувствуем себя покинутыми. Некоторые люди не стремятся к человеческой компании и предпочитают облегчать свое одиночество неизменной привязанностью питомца. Кошки и собаки — самые распространенные выборы, но некоторые предпочитают рыбок, мелких рептилий или птиц. Главная героиня нашей истории — женщина, которая нашла общение в попугае. Этот попугай жил дольше, чем средний домашний питомец. Она жила в Лионе, Франция, в небольшой собственной квартире. Она старела, у нее не было мужа и почти не осталось друзей, и она понимала, что питомец будет составлять ей компанию в ее одиноком доме. Правила ее кондоминиума запрещали заводить собаку или кошку, поэтому она решила усыновить попугая. Она обсудила эту возможность с арендодателем, и он согласился, поскольку посчитал, что попугай будет менее назойливым, чем млекопитающие. Птицы в основном остаются в клетках и издают звуки не такие громкие, как лай. Женщина сочла, что это лучший вариант, и начала изучать информацию о попугаях. Она не могла просто зайти в любой зоомагазин, потому что попугаи не всегда продаются в обычных магазинах для домашних животных. После долгих поисков и участия в сообществах владельцев попугаев она нашла идеального компаньона. Это был необычный Жако, африканский серый попугай, с пепельно-серыми перьями, который не требовал большого пространства. Это было идеальное сочетание, однако женщина все еще сомневалась. Она боялась, что столь необычная птица потребует слишком много ухода или окажется слишком дорогой. Тем не менее, она навещала попугая несколько раз и в конце концов привыкла к мысли стать его хозяйкой. Попугай тоже ей понравился. Она назвала его Синдбадом и забрала домой. С первого дня Синдбад радовался ее приходу. Он покачивался, танцевал и разговаривал с ней. Вскоре женщина поняла, что они предназначены друг для друга. День, когда она привела Синдбада домой, изменил ее дальнейшую жизнь. Наконец, рутина перестала быть единственным содержимым ее дней. Теперь у нее появилась забота, попугай, который доставлял радость. Он пел ей по утрам и повторял забавные фразы, услышанные на улице. От шума и разговоров рядом с ним ей казалось, что в доме появился еще один человек. Они сидели на балконе, попивая кофе, или вместе смотрели закат. Через попугайское сообщество у нее появились новые знакомые, и она поняла, что эта красивая птица — то, что ей действительно нужно было. Завести питомца было серьезным шагом. Кошка или собака потребовали бы больше усилий, тогда как попугай требовал особой формы обязательства. Попугаи — невероятно умные животные и могут жить до 50 лет. Женщина и ее попугай вскоре стали лучшими друзьями и прожили вместе 25 лет. 25 лет — это гораздо больше типичной продолжительности жизни собаки или кошки. Это четверть века. Сначала женщина дивилась тому, как хорошо чувствовал себя Синдбад. Боязнь того, что ей придется отдать его в другие руки из-за старости, постепенно сменилась решением. Они будут жить вместе до последнего вздоха. Ее квартира стала выглядеть теплее и светлее с Синдбадом, и одиночество отступило. Когда приходили дети, им тоже нравилось общество попугая. Он был дружелюбным и любил внимание посетителей. Он часто показывал трюки, которым научился у женщины, чтобы получить похвалу и поглаживание по голове. Синдбад умел петь песни, насвистывать несколько мелодий и даже знал свое имя. За годы он выучил много слов и трюков и научился общаться с человеком. Некоторые люди утверждают, что попугаи лишь повторяют услышанные слова, но ей казалось, что Синдбад был иным. Помимо забавных трюков, она действительно чувствовала, что он говорит с ней. Они всегда здоровались друг с другом утром и желали спокойной ночи перед сном. Она делилась с ним проблемами, и, казалось, он понимал, хотя его ответы не всегда были осмысленны. По мере укрепления их связи
росла и эмоциональная привязанность друг к другу. Попугаи считаются одними из наиболее эмоционально развитых животных в мире, и женщина была полностью убеждена. Синдбад понимал ее. Он был больше, чем просто питомец. Он был лучшим другом. Постепенно здоровье женщины стало ухудшаться. Она старалась оставаться дома как можно дольше, но тело начало подводить. В один момент она чувствовала себя хорошо и энергично, а в следующий ей приходилось садиться, чтобы отдохнуть от усталости в суставах. Она понимала, что времени осталось немного, но не хотела в это верить, ведь ей еще нужно было ухаживать за Синдбадом. Сначала она просто ходила к врачу на обычные осмотры, но визиты становились все более частыми. К обычным врачам добавились специалисты, затем госпитализация. Синдбад все дольше оставался один. Женщина всегда старалась назначать приемы днем, чтобы успевать пожелать попугаю доброе утро и спокойной ночи, без сильных изменений в распорядке. Попугай был очень умным. Он почувствовал, что что-то не в порядке, и стал чаще говорить, что любит ее. Его внимание и заботливость приносили ей немного света и сил, но это не могло длиться вечно. В конечном счете ее госпитализировали, и врачи сообщили, что времени осталось немного. Родным сказали подготовиться к прощанию. Последние дни были наполнены слезами и хрупкими планами о том, какой должна быть похоронная служба. В этот период дочь женщины привезла Синдбада в больницу навестить мать. Попугай, похоже, понял серьезность ситуации и все это время оставался рядом со своей хозяйкой. Хотя обычно он был энергичным и разговорчивым, в тот день Синдбад был необычно тих. Ему никто не объяснял, что он в больнице или что его владелица больна, но, видимо, этого и не требовалось. Возможно, он понимал по разговорам на дому, когда она обсуждала свои недуги, а, возможно, он просто чувствовал атмосферу в палате. Как бы то ни было, он остался рядом, прыгал по постели, проверяя, все ли с ней в порядке. Дочь попросила мать сказать несколько прощальных слов Синдбаду, чтобы дать понять, что она будет по нему скучать. Хрупкая и уставшая умирающая женщина собрала силы и прошептала: «Я люблю тебя». Как только эти слова прозвучали, попугай отреагировал так, что разорвало сердца присутствующих. Услышав голос хозяйки, Синдбад словно ожил. Его движения стали энергичнее, он словно наполнился надеждой. К сожалению, это был последний прощальный момент женщины со своим любимцем. Многих может удивить глубина эмоциональной привязанности, которую птицы могут испытывать к людям. Научные исследования показывают, что попугаи способны впадать в депрессию после травмирующего события, такого как потеря близкого существа. Для птиц, похожих на Синдбада, даже существуют антидепрессанты, если это необходимо. После смерти хозяйки дочь усыновила Синдбада. Хотя у них не было столько времени для формирования такой крепкой связи, как у птицы с первоначальной владелицей, похоже, что все складывается неплохо. Дочь пообещала заботиться о Синдбаде до конца его дней, и вместе они будут помнить ее мать и ту особенную связь, которую все они разделяли. Спасибо за внимание. У вас есть питомец, который изменил вашу жизнь, или, может быть, у вас есть необычная история о дружбе с животным. Расскажите нам.